Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах, простых и не очень, связанных крючком. Я рада приветствовать всех новичков на своем канале. Заходите, гуляйте, смотрите видео. Обязательно комментируйте, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. И, естественно, лайкайте. А своим подписчикам, постоянным зрителям отдельный привет. Спасибо огромное за вашу поддержку, за ваши классные, интересные идеи. Вы большие фантазеры. Спасибо вам огромное. Я к вам с новым узором. Это будут у нас ниточки опять Yarn Art Baby. Да? Мы уже уточняли, что ниточки наиболее универсальные для того, чтобы новичкам было проще понять узоры. Так? Когда мы уже наберемся опыта, будем вязать из малюсеньких тоненьких ниточек, как у нас есть юбочка детская. Итак, меньше слов, больше дела. Да? Это Yarn Art Baby, 100% акрил. 50 грамм, 150 метров. Есть еще моточки побольше. Это то же самое. 100 грамм, 300 метров. Идем дальше. Нам тут советуют производители. Крючок 3,5 миллиметра. Вот мы берем 3,5 миллиметра. Вот это вот ярко-розовый у меня тоже акрил. Просто он уже намотанный. Это уже остаточки. Ну что, приступаем? Давайте начнем вот именно с такого ярко-розового. Кто уже давно на моем канале и знает, что я набираю небольшие образцы. Так, новичкам скажу, что я делаю в районе 30 петелек образцы. Бывают чуть поменьше, бывают чуть побольше, бывают и очень побольше, да. Но сегодня у нас с вами, получается, будет образец состоять из 33 петелек. Раппорт узора 8 петелек. Итак, зафиксировали нашу петельку. Так, мы ее не считаем. И начинаем 33 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот наш будущий образец. Что мы делаем дальше? Дальше 3 петли подъема. 1, 2, 3. Так. И сюда же, получается, четвертую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4. Четвертую. Мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Это у нас в дальнейшем будет полвеерочка. Но вы пока повторяйте, потом поймете. Так. Что делаем дальше? Делаем одну воздушную петельку. 1. Дальше в цепочке пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик без накида. Есть. Опять одна воздушная петелька. Пропускаем опять 3 петельки в цепочке. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем с вами 3 столбика с накидом. Обычные столбики. 1, накид, ввели крючочек, потянули ниточку, по 2 петельки провязали. 2, 2. И такой же 3 столбик. Дальше одна воздушная петелька. И сюда же мы провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот наш полноценный веерочек, да, с которого мы начинали, но мы делали пол веерочка. Дальше продолжаем также. Одна воздушная петелька, 3 петельки цепочки пропускаем. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик без накида. Опять одна воздушная петелька, 3 петельки цепочки пропускаем. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем наш веерочек. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом. 2, 3. 1 воздушная петелька. И сюда же 1, 2, 3 столбика. Все. И вот таким вот образом вы повторяете, чередуете веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. И так вот вы идете до конца. А в конце я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот провязали практически до конца ряда, да? Мы начинали с 3 столбиков с накидом и заканчиваем также 3 столбика с накидом в одну петельку цепочки. Здесь я провязываю последний столбик не до конца. Вы можете провязывать, я хочу ввести новый цвет. Вы можете вязать тем же цветом, вы можете тоже менять новый цвет. Новички, смотрите. Последние 2 петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. Так мы вводим новую ниточку в наше вязание. Вот. Одна воздушная петелька. Подтянули розовую ниточку,
подтянули зелененькую ниточку, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И внимание, накид. Вот у нас в предыдущем ряду был столбик. Помните, без накида между веерочками. В него вводим крючок. Захватываем ниточку, не провязываем, подтягиваем. Есть. 1. Еще раз также делаем накид. 2. Еще раз также делаем накид. 3. Теперь провязываем все петельки вместе и фиксируем. Вот он наш пышный столбик, шишечка, бубочка. Я люблю бубочка. Ну, прикольное название. Идем дальше. 3 воздушные петельки. И смотрите, между, получается, 3 столбиками веерочка у нас была воздушная петелька. Вот мы сюда, в эту арочку, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Есть. Вот такая красота. Продолжаем дальше. Опять 3 воздушные петельки, накид, между веерочками столбик без накида. В него вводим крючок, вытягиваем ниточку. 1. Еще раз накид. 2. Еще раз накид. 3. Провязали все вместе, все петельки, нам это необходимо, и зафиксировали. 1, 2, 3. И опять верхушку нашего веерочка провязали столбик без накида. Ну класс и несложно, да? Давайте, до конца сами вы сможете. Встречаю вас в конце ряда. Ну что, получилось у вас? Красота вот такая. Итак, последние 3 петельки воздушные. И вводим крючок в 3 петельки подъема предыдущего ряда. И провязываем столбик без накида. Есть. Вот, наш ряд закончился. 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. И повторяем наш первый вот этот вот розовый ряд. Но немножко у нас просто сдвинутся наши веерочки. Смотрите. Воздушная петелька, накид. И вот в верхушку нашей шишечки-бубочки, пышного столбика, да, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик с накидом. 1. Сюда же такой же столбик. 2. Сюда же такой же столбик. 3. Воздушная петля. И сюда же опять 3 столбика с накидом. 1. 2. И 3. Веерочек, веерочек. Классный, классный. Идем дальше. Воздушная петелька. И в столбик без накида провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. И опять следующую шишечку-бубочку мы провязываем наш веерочек. Ну вот скажите, несложный ряд, да? Веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. Угу. Так, 3 столбика с накидом провязали. Воздушная петелька. И сюда же опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот. И вот так вот продолжайте до конца ряда. Угу. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так. Получилось. Смотрите. Сделали веерочки. И последний получается столбик, да? Мы провязываем без накида. Но я опять хочу провязать не до конца. Я опять хочу добавить ниточку. Вы можете 3-й цвет добавить. Вы можете первый, так скажем, вернуться, да, к нему, как я. Вы можете продолжать тем же цветом, то есть как угодно. Потянули ниточку. Так. Здесь у нас получается с вами необходимо сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. То есть у нас здесь будет опять бубочки, да, но мы с краю бубочку делать не будем. То есть это у нас будет 1 столбик достаточно. Дальше по узору 3 воздушные петельки. Так. Итого получается, вы здесь набрали 6 воздушных петелек. И сразу же переключаетесь к веерочку, в арочку провязываете столбик без накида. То есть мы по бокам делать шишечки не будем. Дальше по узору 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее накид. И вот в этот вот столбик без накида мы будем провязывать нашу шишечку. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в арочку из воздушной петельки в веерочке сделаем столбик без накида. Вот, понятно? Дальше опять 3 воздушные петельки и еще одна шишечка, пышный столбик или бубочка я называю. Не знаю, прицепилась, да? Так, 3. И провязываем все вместе, зафиксировали 3 воздушные петельки. И так далее до конца ряда. Понятно?
То есть вы повторяете вот этот вот зеленый ряд с шишечками, с бубочками. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, закончили, да, сделали наши шишечки. И мы договаривались, что здесь в начале, да, ряда и в конце, получается, мы будем делать просто один столбик. Мы не будем здесь шишечку делать. Просто у нас будет ровненький краешек из столбиков. Итак, продолжаем дальше. Дальше мы с вами будем вязать вот такие вот наши веерочки. И будем вязать точно так же, как в первом ряду. То есть 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Пол веерочка. Дальше 1 воздушная петелька. И в следующий столбик, получается, мы провязываем просто столбик без накида. Вот. Опять 1 воздушная петелька. И вот в эту шишечку, в верхушку, мы провязываем, получается, наш веерочек. 3 столбика с накидом. Ну, уже принцип поняли, да? 1, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вы посмотрите, какой очень простой узор. Так? Смотрите. И вот так вот вы, меняя 2 ряда, шишечки, бубочки, веерочек, шишечки, бубочки, веерочек и так далее, выращиваем наш образец. Давайте на несколько рядочков увеличим его и встречаемся в чернице коридор. Договорились? Давайте. Смотрите, несложный узор у вас получится. Так, девчат, смотрите, какая красота получается, да? Лицевая, изнаночка или наоборот. Лицевая, изнаночка. То есть кому как прикольно. Но мне кажется, с одной стороны шишечки, бубочки более выпуклые, чем с другой. Но не суть. Я хотела на чем уделить ваше внимание. Вы мне все равно будете писать: Оль, скажи, как выровнять в данный край, да? Так вот, я вам хочу сказать. Если вы захотите выровнять, да, там топик, маечка, там и так далее, пледик, смотрите, останавливайтесь на ряде, где у вас бубочки. Вот вы здесь остановились, так, и дальше веерочки не продолжайте. То есть там, где вы остановились, вы просто можете сделать как? Вы можете здесь провязать либо столбики. Так, сейчас сделаем воздушную петельку, поворот. Сюда же вы можете сделать столбики без накида, провязать. Либо, если вам интересно, столбики с накидом. Каким образом? Вот здесь у нас было 3 петельки воздушные. Значит, провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Так. Здесь у нас получается шишечка, бубочка, 1 столбик. Так. Опять дальше у нас тут 3 воздушные петельки. Провяжите тоже 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Если вы вяжете с накидом, вяжите с накидом. То есть, пожалуйста. Красота. Понятно? И у вас, естественно, получается ряд автоматически что? Выровняется. Понятно? Вот. То есть вы как бы и рисунок сохранили, да? То есть бубочка у вас есть. И ряд у вас ровненький. Красота? Красота. Давайте довяжем до конца ряда уже, чтобы закончили. И будем замерять. Итак, смотрите, довязали красоту до конца. Край ровненький, закончили, да? Супер. Все-таки мне эта сторона нравится больше. За счет того, что здесь выпуклые, получается, идут шишечки. Здесь они не такие, видите, они ровненькие, не такие выпуклые. Наверное, вот это будет лицевая. Класс. Итак, давайте мы замерим, да? Мы набирали 33 воздушные петельки. Это у нас получается 16 сантиметров. Здорово. И тут получается у нас раз ряд, да, а потом получается на каждый цвет по 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. Первый это 13 и последний 14. 14, давайте замерим. Ну, получается 12,5. Да, то есть не 13, 12,5. Класс. Гляньте, если вы сделаете разноцветными, даже если вы сделаете однотонным, это классный кардиганчик, классная кофточка, да, с такими еще выпуклыми элементами. Это суперовский что, чехольчик. Это будет у вас классный, получается, пледик. Посмотрите. А если ниточки возьмете потоньше, ленточки возьмете потолще, шарфики, снудики. Идей много. Как всегда, вы же большие фантазеры, у вас столько идей. Девчата, читайте обязательно комментарии. Обязательно найдутся такие талантливые дизайнеры, которые придумают такие бешеные идеи. Вообще классно, супер. Так что не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, читайте комментарии друг друга. И, естественно, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.